Ты не сможешь устоять, но перед чем? А может быть, перед кем? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад, мои любимые мальчишки. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Ой, очередной трэш. Ребят, что я могу вам сказать? Кто-то из вас сейчас находится в тупиковой ситуации. Это может быть связано с совсем недавним разрывом, разводом, да, это могут быть еще такой тандем потеря любимой женщины плюс потеря работы. То есть кому-то из вас сейчас очень и очень тяжело и больно. Причем это может быть тяжело даже не из-за того, что вы недавно разошлись, да, это уже может быть и так давненько у кого-то проигралось, но все равно эта боль вас не отпускает. То есть, может быть, уже прошли месяцы, может быть, годы у кого-то прошли, а вы живете прошлым. Вы очень четко мне показано, что вы многие живете прошлым. Из-за этого у вас не лады в личной жизни, ребят. Вот из-за того, что ваша женщина, которая когда-то была вашим центром вселенной, вот она как будто до сих пор мешает вам жить. Ну, в каком плане мешает? Вы не можете переключиться на других женщин, вы не можете банально начать новые отношения, полноценные отношения. Я не имею в виду постель, да. У кого-то, может быть, даже есть та постель, ну, несчастная эта постель, да, я ее так назову, потому что, ну, по-другому никак. Это может быть постель от отчаяния, это может быть постель просто, чтобы, ну, хоть немножечко как-то самоутвердиться как мужчине, потому что жизнь потеряла смысл. У кого-то это может быть на автомате, да. Поэтому то, что я сейчас вижу, это боль, которая вас не отпускает. Какая еще может быть боль? Давайте уточним. Кто-то из вас также переживает еще, знаете, ну, четко очень идет и по поводу работы. Это может быть сокращение грядущее, может быть, вас уже уволили, либо же вы сами уволились, потому что, ну, денег нет, да, вот денег нет, либо же они вас не устраивают, либо же здесь могут быть длительные задержки зарплаты, урезание зарплаты, либо же условия, которые вас не устраивают. Поэтому здесь такой еще тупик может проиграться, вот связанный с деньгами, с работой. А поскольку вы человечек очень такой щедрый, вы, возможно, даже, ну так, растратили деньги. Кто-то помогает детям, кто-то внукам, кто-то, может быть, родителям. Ну, может быть, даже и себе купили что-то в дом, допустим, да. Но как-то вот заначки у вас особо не осталось. Поэтому могут быть еще переживания по поводу именно финансов. Также еще мне показано, что есть среди вас те, кто переживает по поводу, ну, то ли общения, то ли взаимоотношения с детьми. Здесь может быть ситуация, когда женщина, ну, банально после развода не дает общаться вам с ребенком. К сожалению, очень часто бывают такие женские манипуляции, когда, ну, не дают, да, отцу общаться. Это осознанная женская манипуляция, ребят, чтобы вы просто знали. Ну, таким образом женщина пытается вас уколоть. Таким образом она пытается отобрать у вас такую большую ценность, да, вот как ребенок. Поэтому есть еще у кого-то из вас такое переживание, но вы все равно будете бороться. Вы не из тех, кто сложит лапки и будет сидеть ждать. Нет, с ребенком вы будете общаться, здесь все наладится, потому что вы просто, ну, не успокоитесь. Вы банально не успокоитесь, пока не добьетесь нормальных, хотя бы регулярных, полноценных встреч со своим детенышем. Вы человек, который вот умеет любить. Ну, настолько вы умеете любить, настолько умеете заботиться. Вы когда любите, вот вы совершенно становитесь другим. И даже те из вас, кто, может быть, кажетесь вот вы окружающим сдержанным, да, может быть, даже холодноватым, в чем-то жестким, да,
Вот когда вы влюбляетесь, вы становитесь совершенно другим человеком. Но об этом знает очень узкий круг людей, именно люди, которых вы любите. Понятное дело, да, что семья там знает. Ну и, конечно же, любимая женщина, которая вот у вас когда-то была. Я сейчас не беру во внимание, допустим, тех, кто, может быть, не скажет, что вот я познакомился, новые отношения. Это, во-первых, это общий расклад, да, а во-вторых, мы сейчас говорим вот о прежних отношениях, да, которые были. Поэтому, мои дорогие, надежда умирает последней. И то, что я вижу, несмотря на вашу боль, несмотря на то, что руки могут быть опущены, могут быть депрессивные настроения у кого-то из вас, но тем не менее я вижу, что надежда вот теплится, все равно в душе теплится надежда, что этот период пройдет. Вы будете сами себя вытаскивать, вы будете помогать сами себе. И все-таки в душе вы надеетесь на то, что придет новая любовь. Давайте-ка посмотрим теперь. Такой сегодня у нас интересный, интригующий расклад. Перед чем же или перед кем вы не сможете устоять? Давайте-ка посмотрим. Разные ситуации буду рассказывать, а вы переворачиваете под себя. Ну и сразу же у нас показано, что у вас будет такая судьбоносная встреча, знакомство. Хотя это может быть у кого-то и не встреча проиграется, а даже знакомство по интернету. Просто переворачивайте под себя, потому что кто-то будет в жизни знакомиться, кто-то знакомится и в интернете, и в жизни. Поэтому смотрите, ребят, я вам буду в общем говорить. Это будет женщина, ну, она достойна внимания. На таких женщинах мужчины всегда останавливают свой взгляд. И неважно, на улице это, либо же это фотографии в интернете. Но это женщина с большой буквы. По крайней мере, она так выглядит. Она всегда хорошо со вкусом одета. Она умеет держать спину, она умеет держать марку, как говорят. Она со вкусом одевается. Вот на ней нет ничего лишнего, никаких цацик, побрякушек. Они, если есть, то в таком вот, в минимальном количестве. Она очень натурально выглядит. Если у нее есть макияж, то точно так же он со вкусом подобран. Это не какие-то яркие броские цвета, это скорее такой нюдовый макияж, да? Это очень так стильно, очень классно и натурально выглядит. Я уже не говорю про какие-то силиконы, накладные там ногти, ресницы и так далее. Это женщина, которая, в общем-то, зарабатывает довольно неплохо. Это успешная женщина. По жизни вот она живет не спеша, вот размеренно. Ну, по крайней мере, она может себе это позволить. И это ее такая уверенность, она очень сильно притягивает взгляды мужчин. Женщины ей завидуют. Вот по большому счету завидуют, потому что у них этого нет. Ни той внешности, да, вот, ни той фигуры, может быть, достатка, да. То есть она привлечет и вас. Сначала кто-то из вас может немножко растеряться, да, вот вы ее увидите, там, неважно где, еще раз повторюсь, в интернете, либо же в жизни. Кстати, давайте, чуть не забыла, сделаем наш маленький опрос. Напишите, вы знакомитесь по интернету, либо же предпочитаете только в жизни знакомиться. Пишите все, ребят, чем больше комментариев, тем лучше, вы знаете, и для продвижения канала, и мне всегда интересно почитать ваше мнение. То есть, смотрите, вы поначалу можете растеряться, что слишком хорошенькая может показаться. Кому-то может показаться, что на эту женщину очень много денег нужно, да, вот если, допустим, даже атаковать ее и пытаться как-то сблизиться с ней. Можете начать комплексовать, а вдруг я ее не потяну, а вдруг у меня денег не хватит, то есть будут сомнения, колебания. Но я думаю, эти колебания будут недолго, потому что вы по своей натуре, вы вообще победитель. А победители, как правило, не сдаются. Это должно быть что-то такое, я не знаю, экстраординарное, чтобы победитель сдался. Поэтому все-таки вы рискнете как-то активничать, вы рискнете. Может быть, кто-то телефончик возьмет, кто-то, если это по интернету,
вы будете более активно вот ей писать, да, и точно так же вот развивать общение, пусть сначала по интернету, потом будете переводить это уже в реальность. Очень интересная такая дама, вы с ней точно не соскучитесь, очень умная, очень такая всесторонне развитая. Ну, перед ней вы точно не устоите, ребята. Смотрите, у вас идут новые отношения. Вот как бы вы поначалу не сомневались, да, как бы вы не думали, что потяну, не потяну ее, да, вот что будет, а какая она. Она настоящая. Вот, ребят, она настоящая, и вы с ней вот в этом схожи. Она тоже умеет любить. Она тоже хочет любви. Она хочет любить и быть любимой. Поэтому у вас с ней, вот кто из вас рискнет, да, вот начать активничать с этой женщиной, потому что она достойная, она не будет никогда бегать за мужчиной. Даже если мужчина ей понравится, она не будет никогда бегать. Поэтому у вас, у тех, кто все-таки рискнет проявить актив в сторону этой женщины, здесь может сложиться очень классная такая пара. Причем пара с чистыми чувствами, пара с взаимными чувствами. Вы будете вместе отдыхать, вместе мечтать. У вас все будет вместе. Это будут красивые очень отношения. Ну, больше углубляться не буду, да, что это будет дальше у вас происходить. Ну, то есть вы поняли, какое направление. Это не просто какой-то романчик. У вас будет все честно и все по-серьезному и все взаимно. Поэтому перед этой женщиной вы точно не устоите. Уж слишком она достойна и слишком хороша. Жизнь с чистого листа. У кого-то из вас будет искушение вообще вот реально начать жизнь сначала. Это может быть, допустим, у кого-то проиграется ваш друг-приятель, либо там кто-то знакомый предложит, вот давай поедем куда-то, да, вот он, к примеру, да, будет переезжать, может быть, на работу, там, в другой город, либо за границу, и заодно вас пригласит. Ну, поехали со мной, да, вот особенно это касается тех, кто, может быть, недавно вот разошелся, да, у кого очень так в душе все круто поменялось, у кого смятение чувств, и если вы сейчас вот думаете, что это конец света, жизнь остановилась, вас будут пытаться, ну, немножко вот встряхнуть вот именно переездом куда-то, да, в другую страну, может быть. И это будет такое очень классное подспорье вашей жизни, очень классный такой переворот в душе, и это поможет вам, ну, прийти в себя, в общем-то. Поэтому будет большой шанс, и я думаю, кто-то из вас точно не устоит перед этим соблазном, как бы вам тяжело не было, но вы все-таки согласитесь на этот переезд, потому что будете даже считать, что, ну, здесь меня ничего не держит, да, вот дети, допустим, выросли, разлетелись, либо же там, я не знаю, либо же вы будете думать, что с ребенком я в конце концов могу и так общаться, там, да, по интернету как-то, либо же приезжать друг к другу. Поэтому тоже вы, может быть, даже не устоите перед переездом. Потому что уже одному как-то здесь скучно оставаться, ничего не держит, ничего не хочется, а к новым берегам, вот к новой жизни очень так довольно соблазнительно вам будет. Так, что еще такого интересного будет, перед чем вы не сможете устоять? У вас в любом случае идут крутые перемены, ребят. Ну, в первую очередь, мне постоянно показывает, что женщина, 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 да? Смотрите, у кого-то из вас проиграется еще, знаете, какая ситуация? Вы в себе, возможно, уже чувствуете вот какие-то магические способности. Довольно часто это у нас даже в сигнификации выпадает, да, вот кто меня регулярно смотрит. Поэтому вот вы все-таки, ну, то ли познакомитесь с человеком, который вот будет действительно маг какой-то, вот очень умелый, очень классно подает материал. Может быть, вы, ну, какую-то книжку найдете, видео, да, вот обучающее, как развиваться там, ну, тоже таро, там, либо какие-то еще, не знаю, там, руны, ритуальная магия, целительство, кому что нравится. То есть вы, ну, не устоите перед этим соблазном, даже если вы раньше не хотели развивать в себе вот эти вот способности, да, по какой-то причине.
вы не сможете устоять, уж слишком вот вам покажется вот по душе, да, как будто вы нашли своего мастера, либо же, может быть, вы какой-то канал на том же Ютубе, да, вы нашли, который вот именно по душе. Потому что, ребят, магия и Таро тем более, это все должно быть по душе. Вот мы даже колоды, да, вот я приведу такой элементарный пример. Вот даже когда мы покупаем колоду, да, вот выбираем, их миллион этих колод Таро, должна как-то вот цеплять душу эта колода. Вот если ты смотришь, и она тебе не нравится, не покупай. Даже если тебе говорят, вот классная, бери, а ты смотришь на нее и думаешь, елки, нет, вообще как-то она мне непонятна, я не хочу эту колоду, у меня какое-то отторжение. Поэтому вот у вас будет такой вот толчок, вы не сможете устоять либо перед мастером, либо перед той же книжкой какой-то обучающей, да, либо перед видео. Захотите развиваться, значит, пришел ваш момент, пришло ваше время. Далее, также перед чем вы еще не сможете устоять? Будет какой-то соблазн у вас. Но это будет касаться скорее исполнения ваших каких-то сокровенных планов, какой-то, может быть, вашей мечты даже. Опять же, приведу пример, да, потому что у каждого это своя мечта. Мы не можем всех вас сразу же просмотреть. К примеру, вот вы хотели давно купить машину, либо же поменять, да, вот у вас есть машина, но вы давненько мечтаете, вот хочу там либо новую марку, какую-то модель. Вы увидите, может быть, на авторынке кто-то, может быть, еще каким-то образом, да, там вам посоветуют. Вы увидите, к примеру, да, не забываем, что это просто пример, это не значит, что все купят завтра машины. Вы, допустим, каким-то образом увидите очень классную, крутую машину, о которой вы всегда мечтали. То есть вы не сможете устоять перед этим соблазном. Вы по сусекам поскребете, вы, может быть, даже какие-то свои сбережения возьмете, да, может быть, кто-то часть одолжит, но вы купите эту вещь, которая вам вот была важна, о которой, может быть, вы мечтали. Тем более, если вот вы остались один, да, на сегодняшний день, вам, в общем-то, ничего не мешает и никто не мешает вот жить для себя, да, вот какой-то период. Поэтому соблазн вот купить, приобрести какую-то штуковину, которая очень сильно вам хотелось когда-то приобрести, вы все-таки это купите. Ну и, конечно, здесь идет такая очень большая внутренняя трансформация вас, ребят. Я так немножко забегая вперед, скажу, что у вас идет такое саморазвитие, глобальнейшее саморазвитие, причем здесь будет соблазн, кто-то из вас увидит, но опять же, может быть, это в интернете вы увидите, может быть, где-то на улице объявление, либо вам кто-то скажет, что вот ведется набор, допустим, ну, к примеру, какие-то курсы, либо же там где-то институт, университет, либо же училище, ну вот по какой-то специальности, да, по которой вы давно хотели бы обучиться. Поэтому тоже у кого-то из вас будут, конечно, сначала метания, колебания, да, особенно если вам уже довольно много лет, вы можете сначала сомневаться, стоит ли мне учиться, переучиваться и так далее. Хотя вы давно хотели, может быть, этим ремеслом заняться, да, поэтому будет соблазн. Ну, либо же вы выберете просто курсы какие-то. Вот будет такой, знаете, момент спорный. Но все-таки, я думаю, этот соблазн победит. И вы пойдете, может быть, кто-то на второе высшее пойдет, может быть, кто-то на курсы повышения квалификации и так далее. Опять же, у кого как это проиграется. То есть, ребят, это если коротко, да, мы посмотрели, в общем-то, переворачивайте под себя, кому что подходит, соблазнов в вашей жизни будет много. Но больше всего мне понравился, конечно, соблазн по поводу женщины. И причем эта женщина, большая вероятность, что она может стать вашей императрицей, то есть вашей женой, вашей спутницей жизни уже на многие-многие годы. Потому что, в общем-то, вы с ней похожи. Вы друг друга достойны. Это будет ваша вторая половинка, тем более, что эта женщина выпала как судьбоносная. Поэтому, мои хорошие,
Ждите свои соблазны, они у вас будут потрясающие, все такие в основном позитивные. Вот такой сегодня был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!